Всем привет! Вы на канале Realistic PS. Не могу сказать, что долгожданный, но тем не менее этот день настал. День шестилетия мобильной версии eFootball. Тот самый день, когда Konami и обещали старт новых кампаний непосредственно в игре. И что же они добавили сегодня? В рамках данного ролика и предлагаю обсудить. В частности, старт новых кампаний, новые карточки, бесплатный Бруно Фернандеш для всех и каждого и многое-многое другое. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик для уведомлений. Друзья, сейчас мы все с вами находимся в такой ситуации, когда в Steam тяжело приобрести игру или банально пополнить счет для доната в тот или иной проект. В нашем же случае в eFootball. Однако у меня есть для вас решение. steamkupikod.com. Отличный сервис для пополнения вашего аккаунта в Steam с наименьшей комиссией на рынке. Меньше, чем у Kiwi и перекупов на разных площадках. А если вы авторизируетесь на сайте с помощью своего телеграм-аккаунта, то получите на свой аккаунт дополнительных 50 рублей. Для зарегистрированных пользователей сайта действует постоянный кэшбэк с каждого пополнения. Но как же пользоваться этим сервисом? Все очень просто. Указывайте свой логин Steam, вводите необходимую для вас сумму и выбираете способ оплаты. А при использовании моего промокода Realistic комиссия на пополнение составит всего лишь 16% вне зависимости от суммы, которую вы выберете. Быстро и самое главное надежно. Но поторопитесь, ибо действие промокода ограничено. Помимо помощи с вашим пополнением Steam, также ребята могут предложить карты пополнения для турецких аккаунтов Steam. А если учитывать, что уже с 15 числа в Steam проходит отдельная акция, посвященная спортивным играм, воспользоваться сервисом Steam Купикод самое время. Также у ребят есть полезные соцсети, в частности Telegram и группа ВКонтакте, где ежедневно публикуются игровые новости и проводятся разного рода конкурсы. steamkupikod.com. Ссылка в описании. Начнем мы наш сегодняшний мини-обзор с небольшой исторической справки. Поскольку сегодняшний день, 18 число, заявлено как шестилетие мобильной версии PES, ну а уже сейчас eFootball, я не могу об этом не рассказать. Ведь на самом деле, тогдашняя PES 2017 Mobile на смартфонах вышла 24 мая. То есть, по сути, сегодня как бы, не день рождения мобильной версии. Но при всем этом, компании в игре стартовали, Konami этот день так или иначе, но празднуют, поэтому празднуем и мы. И что же в рамках этого празднества Konami добавили непосредственно в eFootball? Ну, как я и упоминал ранее, всем и каждому в честь этого небольшого праздника Konami решили раздать бесплатного Бруно Фернандеша. Та же самая история, что и с Showtime Неймаром, то есть его национальная версия и без каких-либо особенностей Showtime карточек. И вот здесь у меня возникает один небольшой вопрос. Скорее он адресован Konami, но если вы знаете на него ответ, также можете ответить. В чем смысл и в целом прикол этих Showtime карточек, если отличительными навыками они не располагают? Ни от нападающих, ни от полузащитников. Ну, про защитников говорить, естественно, не приходится. Но, тем не менее, в чем их суть? Просто чтобы у игроков были такие футболисты? Может быть. Но я бы порекомендовал вам не отпускать Бруно Фернандеша просто так, потому что его моделька в игре очень даже хорошая. И поэтому, если вы еще не располагали им в своем составе, то обязательно зацените. Я думаю, он вам зайдет. Также в описании под этим роликом вас будет ожидать ссылка, где вы сможете забрать 5000 очков eFootball, на которые, в свою очередь, сможете забрать новую легенду в магазине поинтсов, а именно Робера Переса из Арсенала. Игрок, в принципе, интересный, но поскольку это карточка легенда, легендарная карточка, все стили игры у нее не проставлены на 90 пунктов, а поэтому большая часть прокачки, скорее всего, у вас уйдет именно на прокачивание стиля, не столько скиллов. Но попробовать за 5000 очков eFootball почему бы и нет. Если вы думали, что это все компании, которые стартовали в этот день, то это далеко не так. Одна из компаний, которая стала доступна с сегодняшнего дня, это компания по забитым мячам. Она заключается в том, что каждый забитый гол каждым пользователем будет учитываться в общей сумме. И по достижению определенных целей мы все будем получать те или иные награды. Ну, например, 60 миллионов забитых голов игроки получат 20 монет eFootball, за 200 миллионов голов игроки уже получат целых 3 пятизвездочных мандата обычных игроков, за 400 миллионов забитых мячей игроки получат 60 монет eFootball, 600 миллионов голов, целых 3 очка прокачки для ваших футболистов, и при достижении миллиарда голов каждый из игроков получит целых 100 золотых монет eFootball. Вручение наград за достижение целей пройдет с 8 по 22 июня, поэтому еще около месяца игрокам придется забивать уйву тучу мячей. Что же касаемо центральной кампании, которая непосредственно посвящена шестилетию мобильной версии eFootball,
eFootball, то она заключается в том, что игроки будут получать бонусы за вход в игру, за прохождение ивентов и достижение некоторых целей. В общей сложности игроки смогут получить как ГПшки, так и золотые монеты eFootball. А при первом входе в игру всем и каждому дадут по одной крутке Showtime игрока, бесплатную крутку команда недели и специальный хайлайт-пак, который посвящен игрокам на поле. Улов у вашего покорного слуги выдался таким себе, хотя команда недели своим уловом порадовала, чего не скажешь об ее составе. На предстоящую неделю игроки там собрались, ну, такие себе. Что ж касаемо новых паков в игре, то добавили 4 новых пака. 2 эпических, 1 Showtime и как раз таки Highlight пак. Открыть Highlight пак вы сможете за подарочные поинтсы. Их вы получите при входе в игру и при прохождении соответствующего ивента. Что ж касаемо эпических паков, то один из них это дубль, поскольку он уже был в игре ранее, а второй пак это так называемый Worldwide пак, который содержит в себе японских исполнителей. В комментариях обязательно поделитесь своим уловом, если уже успели кого-то из них вытащить. Что ж касаемо ивентов, то там совсем все печально. Только 2 новых ивента, которые сопровождаются увеличением очков за их прохождение. Опять же в рамках праздничной кампании. И на этом, дамы и господа, по сути и все. С одной стороны, подгон более чем интересный, потому что за прохождение ивентов, просто заходя в игру, игроки смогут получить достаточно много бонусов в виде тех же золотых монет, очков прокачки, бесплатных круток и всего подобного. Но как по мне, в игре стоит проводить подобные кампании просто из недели в неделю, не дожидаясь каких-то праздничных дней. Грубо говоря, то, что мы получили, это не сказать, что прям что-то такое невероятное. И как по мне, Konami могли замутить что-нибудь поинтереснее. По крайней мере, все это презентовать куда более обширнее, ведь день для них не менее важный, точно так же, как и сама мобильная версия eFootball. Но что имеем, то имеем. В комментариях же под этим роликом я буду ждать ваше мнение касаемо всего услышанного, делитесь своим уловом, если уже успели пооткрывать пакцы, возможно, кому-нибудь что-нибудь выпало с бесплатной крутки, такое тоже нередко происходит, правда, не в моем случае, поэтому пишите. Не забывайте поддерживать видео своим лайком, подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Всем спасибо за просмотр, спасибо за вашу активность и услышимся уже скоро.